Когда Сара услышала неприятные звуки, доносившиеся из сада, она мыла посуду. Она выглянула в окно и увидела своего сына Макса, который гулял в саду с младенцем на руках. Она на мгновение замерла. Она выбежала на улицу, чтобы спросить его как. Черт возьми, у него появился ребенок. В то время Сара не понимала, что это полностью перевернет их жизнь. Он поколебался, прежде чем сказать «Прости, я должен был». Сердце Сары забилось от тревоги, когда она смотрела, как полицейские уезжают с ребенком на руках. Она не могла отделаться от ощущения, что время утекает у нее сквозь пальцы. Отчаявшись и преисполнившись решимости, она осмотрела окрестности в поисках любых улик, которые могли бы привести ее к родителям младенца. Каждая проходящая секунда казалась вечностью, пока она возвращалась по своим следам, надеясь наткнуться на крупицу улики, которая помогла бы разгадать тайну. Решимость Сары росла, и она обратилась в новостные агентства, группы в социальных сетях и общественные организации. Она надеялась, что коллективные усилия помогут ей найти ответы и вернуть ребенка домой. У Сары было смутное подозрение, что за этой историей кроется что-то еще. Кто бы мог наобум подарить 8-летнему ребенку ребенка? Она не могла отделаться от ощущения, что кто-то за кулисами дергает за ниточки, используя ее как пешку в более крупной игре. Полная решимости докопаться до сути, Сара приступила к неустанному поиску улик, следуя каждой зацепке и соединяя все точки над «I». По мере того, как Сара копала глубже, ее беспокойство росло. Ситуация становилась все более опасной, раскрывая зловещий заговор. Страх охватил ее, когда она осознала серьезность ситуации. Она действовала осторожно, зная, что правда может изменить ее жизнь. Неустанное расследование Сары в конце концов дало ответы, которые она искала, но обошлось ей очень дорого. На коварном пути, по которому она пошла, и Сара, и ее сын Макс подвергались серьезной опасности. Правда, которую она узнала, оказалась более шокирующей, чем она могла себе представить, и раскрыла личность человека, который бросил ребенка с Максом. Это было откровение, которое потрясло Сару до глубины души, заставив ее задуматься о последствиях ее стремления к истине. Расследование, проведенное Сарой, выявило обман, предательство и скрытые мотивы. Теперь, когда пыль улеглась, ей предстоит принять трудное решение, которое определит будущее ребенка и определит его судьбу. Покончив со своими делами, Сара уже собиралась идти домой, когда раздался неожиданный стук в дверь. Озадаченная, она остановилась, прежде чем открыть ее, не ожидая чьего-либо прихода. К ее удивлению, там стоял ее 8-летний сын Макс, баюкая на руках новорожденного. «Макс, что ты делаешь?» – спросила она, и в ее голосе слышались беспокойство и недоверие. Макс колебался, в его глазах смешались беспокойство и решимость. «Я нашел брошенного ребенка возле парка», – тихо объяснил он, прижимая младенца к себе. «Я не мог оставить их одних, мама. Мы должны помочь». Сердце Сары наполнилось гордостью и опасениями, когда она осознала серьезность ситуации. Первоначальное предположение Сары о том, что это была кукла, при ближайшем рассмотрении разбилось вдребезги, и на руках у Макса оказался настоящий младенец. Обеспокоенная, она повторила свой вопрос, на этот раз твердым голосом. Макс продолжал молчать, но его дрожащее тело и заплаканные глаза выдавали всю тяжесть его эмоций. Почувствовав прилив сочувствия, Сара нежно протянула руку и обняла Макса, предлагая утешение перед лицом замешательства. «Все в порядке, Макс», – мягко заверила она его. «Мы разберемся с этим вместе». Наконец, после того, что казалось вечностью, Максу удалось произнести «Мама, прости меня». Его голос дрожал от раскаяния. Сердце Сары упало от его признания. На ее лице отразилась смесь недоумения и глубокой озабоченности. «Я должен был это сделать», – добавил Макс, и в его голосе прозвучало отчаяние. Не в силах осознать серьезность ситуации, Сара быстро забрала малышку из рук Макса, ее руки дрожали от страха и нетерпения одновременно. По мере того, как Сара осматривала младенца, ее беспокойство росло.
Девочка практически не пострадала, за исключением небольшого синяка на лбу. Испытывая облегчение и любопытство одновременно, Сара поклялась защитить ее и раскрыть правду о причастности Макса. «Что случилось, Макс?» – спросила Сара дрожащим голосом, отчаянно пытаясь сохранить самообладание. Ей нужны были ответы, но она боялась того, что может услышать. «Я играл в парке, когда кто-то подошел ко мне», – объяснил Макс, и в его голосе слышались страх и замешательство. «Они отдали мне ребенка и велели заботиться о нем, а потом убежали. Клянусь, я не знал, что делать, поэтому сразу же отвез ее домой». По мере того, как Сара переваривала объяснение Макса, ее недоверие росло. «Кто мог это сделать?» – спросила она вслух. Страх сжал ее сердце, но она нашла в себе мужество мягко сказать: «Мы должны привлечь власти, Макс. Это за пределами наших возможностей». Когда Сара слушала рассказ своего сына, ее сердце разбивалось на миллион осколков. Серьезность ситуации сильно давила на нее, поскольку она осознавала огромный риск, связанный с оставлением младенца на попечение ребенка. «Нам нужно позвонить в полицию, Макс», – пробормотала Сара. В голове у нее смешались гнев, страх и желание защитить. «Это очень серьезное дело, и мы должны обеспечить безопасность этого ребенка». Голос Сары дрожал от решимости, когда она подтвердила свою приверженность восстановлению справедливости и защите невинных. «Мы никому не позволим причинить ей вред», – прошептала она, и в ее словах прозвучала решимость. Они вместе позвонили в полицию, и на сердце у них было тяжело от беспокойства и облегчения. Сара баюкала малышку на руках, нежно покачивая ее взад-вперед, пытаясь успокоить в этом хаосе. Время, казалось, тянулось бесконечно, пока они с тревогой ожидали прибытия властей, провожая взглядом каждый проезжающий автомобиль. Наконец, спустя, как им показалось, целую вечность, прибыла полиция. Они быстро взяли ситуацию под контроль и бережно взяли ребенка под свою опеку. Макс представил свои показания, в которых с непоколебимой ясностью описал события. Решительно кивнув, полицейские заверили их, что сделают все, что в их силах, чтобы установить личность человека, ответственного за этот душераздирающий поступок. Дни превратились для Сары и Макса в мучительное ожидание, поскольку их тревога росла с каждой минутой. Материнские инстинкты Сары взыграли с новой силой, укрепив ее решимость обеспечить безопасность младенца. Ее терзали сомнения. Она подозревала, что за этой историей кроется нечто большее, чем то, что рассказал Макс. Не в силах больше сидеть сложа руки, она решила взять дело в свои руки и начала тайное расследование. Сара начала онлайн-расследование, решив выяснить правду о брошенном ребенке. С непоколебимой решимостью она изучала цифровые отпечатки, собирая воедино фрагменты информации в поисках ответов. Сара тщательно проследила все шаги Макса с того дня, как он нашел ребенка, решив найти все упущенные улики. Она посидела с сыном, мягко уговаривая его вспомнить каждую деталь его деятельности и месторасположения. Макс боролся со своей памятью, но Сара оставалась терпеливой, поощряя его приложить усилия. Наконец, Макс передал матери записку, в которой содержались его инструкции, отражающие суть того решающего дня. Анализируя рассказ Макса, Сара искала закономерности или аномалии, которые могли бы раскрыть правду. Ее исследовательские инстинкты обострились по мере того, как она анализировала детали, стремясь выявить скрытые связи и найти ответы. Пока Сара читала записку, в ее голове проносились разные варианты. Она быстро разработала план, решив использовать все возможности и выяснить правду о брошенном ребенке. Проинструктировав Макса оставаться дома до ее возвращения, она подчеркнула важность его безопасности. Несмотря на нерешительность, Макс понимал связанный с этим риск и искренне хотел помочь своей матери всем, чем мог. С тяжелым сердцем Макс попрощался со своей матерью, надеясь, что ее расследование даст ответы, которые они искали. Он с нетерпением ждал ее возвращения, понимая, что ситуация может быстро выйти из-под контроля. На следующий день Сара отправилась в парк, неся записку в кармане. Она пошла тем же путем, что и Макс в тот роковой день, надеясь найти какие-то ответы или подсказку.
Однако, когда Сара шла по знакомым дорожкам и разглядывала деревья и кустарники, все казалось ей обычным. Сара испытывала смесь разочарования и любопытства. В конце концов, она добралась до тихой скамейки в парке, где села, чтобы собраться с мыслями. Солнце бросало теплые лучи на траву. Сара закрыла глаза и глубоко вздохнула, наслаждаясь спокойной обстановкой. Несмотря на отсутствие ответов, она почувствовала, что на горизонте замаячило что-то необычное. Разочарование Сары росло по мере того, как она заходила в один тупик за другим. Посетители парка, к которым она подходила, казались равнодушными или не проявляли интереса к ее расспросам. Все зацепки, которые, как ей казалось, она нашла, быстро сошли на нет, и она почувствовала себя побежденной и потерянной. Когда солнце начало садиться, Сара решила перегруппироваться и попробовать другой подход. Она знала, что сдаваться нельзя. Безопасность Макса зависела от ее настойчивости и решимости. Сара, воодушевленная решимостью, пересмотрела свои методы, осознав, что искала не в тех местах. Она решила мыслить нестандартно и исследовать нетрадиционные пути. С новым мышлением она отправилась в путешествие, чтобы докопаться до истины в своем неустанном стремлении. Сара решила посетить местные больницы и поликлиники в надежде найти кого-нибудь, кто занимался поисками пропавшего ребенка. Несмотря на все ее усилия, личности родителей оставались неизвестными, что повергало ее в уныние. Дни превращались в недели, пока она неустанно продолжала поиски, не теряя надежды. Со временем лицо Сары стало знакомым постоянным посетителям парка, которые начали узнавать в ней женщину, выполняющую миссию. Оказавшись в тупике, Сара неожиданно получила звонок от анонимного информатора. Эта информация могла помочь раскрыть таинственных личностей, которые выдали Макса. Воодушевленная, Сара приготовилась продолжить расследование. Однажды ранним утром Сара обнаружила таинственная подсказка. Неизвестный незаметно оставил на ее входной двери небольшое письмо. Заинтригованная, она быстро забрала записку и уединилась в своем доме, чтобы разгадать ее содержание. От слов, написанных на записке, у нее по спине пробежали мурашки. Каждую среду одна дама сидит на одном и том же месте в парке и просто наблюдает за детьми. Заинтригованная и встревоженная, Сара задумалась о даме в парке и ее связи с открытием Макса. Преисполнившись решимости, она решила проследить за парком в среду, надеясь докопаться до истины. Сердце Сары забилось в предвкушении, когда она поняла, что сегодня среда, как и говорилось в записке. Преисполненная надежды, она поспешно направилась в парк. Макс был рядом с ней. Сара надеялась, что Макс каким-то образом узнает таинственную женщину. Пока Сара сидела на скамейке в поисках бездетной женщины, Макс радостно убежал играть со своими друзьями, а Сара с тревогой осматривала парк, переводя взгляд с одного человека на другого. Макс наслаждался свободой игры, не обращая внимания на поиски матери. Он засмеялся и погнался за своими приятелями, погрузившись в мир невинности и радости. После получаса поисков глаза Сары расширились от удивления, когда она заметила женщину в огромных солнцезащитных очках, сидевшую на скамейке в парке. У женщины не было детей, она сидела одна в полном одиночестве. В течение всего дня Сара придирчиво наблюдала за каждым движением этой женщины. Согласно описанию в записке, все, что она делала, это наблюдала за детьми. Это показалось Саре странным и оставило у нее чувство неловкости. Со временем Саре стало не по себе. Пристальный взгляд женщины, устремленный на детей, нервировал ее, вызывая вопросы и усиливая желание раскрыть правду об этой таинственной фигуре в парке. Не раздумывая, женщина резко поднялась со скамейки в парке и поспешно убежала. Инстинкты Сары сработали, и она крепко обняла Макс, полная решимости докопаться до истины. Пройдя по следу женщины несколько километров, они в конце концов добрались до захудалого жилого комплекса на окраине города. Осознавая необходимость соблюдать осторожность, Сара припарковала машину на другой стороне улицы, стараясь не привлекать внимания. С колотящимся сердцем Сара осторожно осмотрела полуразрушенное строение со своего наблюдательного пункта. Чувство срочности усиливалось по мере того, как она размышляла о том, какие секреты могут скрываться за этими стенами.
Все зависело от этого момента, и Сара знала, что должна действовать с максимальной осторожностью. «Макс, мне нужно, чтобы ты остался в машине, пока я зайду внутрь», – твердым голосом сказала Сара. «Но, мам, я хочу помочь», – пожаловалась Макс. «Я знаю, дорогая, но это небезопасно», – ответила Сара. «Просто оставайся в машине и высматривай все подозрительное». Макс раздраженно вздохнул. Его разочарование было очевидным, когда он неохотно откинулся на спинку стула, неохотно принимая свою роль наблюдателя. Сара боролась с противоречивыми эмоциями, готовясь к неизвестному. Расставаться с Максом было трудно, но его безопасность была на первом месте. С тяжелым сердцем она вошла в темное здание, бросив на него последний взгляд. Сара вышла из машины и направилась к жилому комплексу, напустив на себя беспечный вид, чтобы не выделяться из толпы. Каждый шаг был рассчитан, каждое движение взвешено, чтобы не вызвать подозрений. Она притворилась, что знакома с этим районом, хотя сердце ее колотилось в груди, как дикий барабан. Когда Сара поднималась по лестнице на второй этаж, ее охватила смесь предвкушения и тревоги, обострившая ее чувства и заставлявшая сосредоточиться. Когда Сара поднималась по лестнице, ее пульс участился от нетерпения. Полная решимости раскрыть скрытую правду, она бросила вызов всей тяжести ситуации. На втором этаже она приготовилась встретиться лицом к лицу с неизвестностью, полная решимости найти ответы. Она подождала, пока не приблизилась к двери, прежде чем постучать, ее одолевали сомнения. Было ли это действительно мудрым решением? Тяжесть неопределенности давила на нее, заставляя задуматься о возможных последствиях. Что, если все обернется к худшему? Что, если они с Максом попадут в беду? Но затем Сара покачала головой, чувствуя, как по ее венам разливается решимость, и прошептала про себя: «Нет, безопасность ребенка превыше всего». И тогда она собралась с духом и постучала в дверь. С каждым стуком решимость Сары становилась все сильнее. Ради благополучия ребенка риск того стоил. Отбросив сомнения, она сосредоточилась на своей миссии. С колотящимся сердцем она ждала ответа, полной решимости довести дело до конца. Удивление Сары было ощутимым, когда дверь распахнулась, и на пороге появилась еще одна женщина. На вид лет 25, одетая в толстовку безразмерного размера и спортивные штаны. Ее длинные темные волосы каскадом рассыпались по плечам. Недоверчивое выражение лица женщины выдало ее любопытство, когда она спросила: «Чем я могу вам помочь?» Сара встретила ее взгляд с непоколебимой уверенностью и ответила: «Да». В этот момент Сара в глубине души поняла, что у этой женщины есть ключ к ответам, которые она искала. Воздух затрещал от предвкушения, когда их взгляды встретились. В этот момент Сара ощутила всю тяжесть их связи, общую цель, переплетенную судьбой. Ее решимость возросла. Сара постаралась, чтобы ее голос звучал ровно, когда она добавила: «Я ищу человека, который оставил ребенка с моим сыном». Ответ женщины был быстрым: «Я не понимаю, о чем вы говорите». Когда Сара открыла дверь пошире, решив не дать ей закрыться, она ловко просунула ногу внутрь. Из квартиры до ее ушей донеслись рыдания ребенка, подтвердив ее подозрения. Крики, эхом разносившиеся в воздухе, укрепили решимость Сары. Время, казалось, остановилось, пока она готовилась к неизвестности, которая лежала за этим порогом. С гневом в голосе Сара обратилась к женщине: «Я думаю, вы знаете, о чем я говорю, и я не уйду, пока вы мне не скажете». Ее настойчивость становилась все сильнее. В каждом слове слышалось разочарование. Но когда женщина с силой толкнула дверь, Сара поморщилась от боли и поспешно отдернула ногу. Отказ был болезненным, и она не могла смириться с реальностью того, что только что произошло. Мысли Сары метались, вопросы кружились в вихре неопределенности. Был ли рыдающий ребенок, которого она отчаянно искала, той же невинной душой, запертой за этой закрытой дверью? Сомнения не покидали ее, омрачая ее решимость. Гнев Сары вскипел. Ее голос эхом разнесся по коридору, когда она закричала на женщину, требуя, чтобы та открыла дверь. Разочарование смешалось со страхом, когда ее, как волна, накрыло осознание того, что женщина никогда не подчинится.
Ее сердце бешено колотилось в груди, когда в нее закрались сомнения. Почему она встретила такое сопротивление? Было ясно, что ее нынешний подход исчерпал себя. Сара быстро приняла решение изменить свой подход, выбрав новую стратегию. Сара перевела дыхание, смягчая тон. Она вежливо попросила женщину впустить ее, надеясь установить контакт и вызвать сочувствие. Она стремилась раскрыть правду изнутри. Воздух прорезал голос женщины, полный отчаяния и гнева. «Оставьте меня в покое, или я вызову полицию». Но Сара раскусила этот блеф. Именно она одержала верх, понимая, что обращение к властям только навлечет на женщину еще большие неприятности. Тем не менее, несмотря на ее попытки проявить любовь и понимание, было очевидно, что эта стратегия дает сбои. Необходимо было действовать по-другому. Полной решимости Сара отказывалась сдаваться. Она искала альтернативу, способ прорваться через баррикады сопротивления. С новой силой сосредоточившись, она разработала новый план, полной решимости раскрыть правду, которую искала. Мысли Сары лихорадочно работали, адреналин бурлил в ее венах. Мысль о беспомощном ребенке, запертом за этой дверью, подтолкнула ее к действию. Время было на исходе, и она больше не могла позволить себе колебаться. Собрав все силы, Сара навалилась на дверь всем телом, используя весь свой вес, чтобы попытаться открыть ее. Решимость подпитывала ее усилия, когда она толкала изо всех сил, отчаянно пытаясь дотянуться до ребенка внутри. В последнем порыве энергии дверь поддалась и со скрипом распахнулась. Сара, не теряя времени, бросилась внутрь квартиры, чтобы обеспечить безопасность ребенка. Когда Сара вошла в квартиру, ее сердце упало при виде открывшегося перед ней зрелища. В помещении царил беспорядок. На мебели были беспорядочно свалены груды нестиранного белья, а на кухонном столе была разбросана грязная посуда. Было ясно, что жильцы редко выходили на улицу, изолированные в этой неопрятной обстановке. Запах заброшенности витал в воздухе, укрепляя ее решимость вызволить ребенка из такой небезопасной и неподходящей жизненной ситуации. Полная решимости и сосредоточенности, Сара без устали обыскивала захламленную квартиру, отчаянно пытаясь найти младенца. Время было на исходе, а безопасность ребенка зависела от ее быстрых действий. С тяжелым чувством в груди Сара поняла, что квартира пуста. Тишина, которая встретила ее, была оглушительной, наполнив ее всепоглощающим чувством страха. Она лихорадочно обыскала каждую комнату, тщетно зовя на помощь. Но ни ребенка, ни кого-либо еще нигде не было видно. Что с ними случилось? Вопрос, на который не было ответа, тяжело повис в воздухе, укрепляя ее решимость докопаться до правды. Сердце Сары бешено заколотилось, когда она услышала грохот. Она поспешила к окну и увидела, как мать с ребенком убегают. Преисполнившись решимости, она почувствовала, что ей срочно нужно выяснить правду об их внезапном отъезде. Сара смотрела, как женщина уходит, бережно прижимая к себе ребенка, и ее сердце бешено колотилось от смеси эмоций. Гнев всколыхнулся в ее жилах при мысли о том, что кто-то подвергает опасности невинного ребенка. Беспокойство за безопасность ребенка грызло ее, побуждая к действию. Не колеблясь, она выпрыгнула из окна и побежала за ними, полная решимости противостоять матери и позаботиться о благополучии ребенка. Однако, когда Сара погналась за ними, ее охватило беспокойство. Макс, ее верная немецкая овчарка, он был заперт в ее машине. Страх оставить его одного слишком надолго придал ее преследованию еще больше настойчивости. Уворачиваясь от пешеходов и транспортных средств, Сара преследовала женщину по переполненным улицам и узким переулкам. Страх и решимость переполняли ее, пока она отчаянно пыталась разобраться в ситуации, разворачивающейся у нее на глазах. В голове у нее роились вопросы. Что происходит? Почему эта мать взяла с собой ребенка? Родительские инстинкты взыграли, и Сара была полна решимости не допустить побега этой женщины, невзирая на препятствия на ее пути. Адреналин в крови Сары подскочил, и она заставила себя действовать, подпитываемая инстинктом защитника. Усталость и сомнения были отброшены в сторону, когда она последовала за женщиной, полная решимости раскрыть тайну, которая занимала все ее мысли. По мере того, как Сара приближалась к женщине,
Пронзительные крики ребенка становились все отчетливее, укрепляя ее решимость добраться до них. С каждым шагом настойчивость становилась все сильнее, подталкивая ее вперед. После того, что показалось ей вечностью, она загнала женщину в угол в уединенном переулке, и их пути наконец пересеклись. Мать крепче сжала младенца, на ее лице отразилась явная смесь паники и отчаяния. В этот момент Сара почувствовала, что разворачивается более глубокая история, в которой содержится ключ к пониманию причин этой погони. Сара протянула руки и сказала: «Пожалуйста, отдайте мне ребенка». Она смотрела на женщину со смесью беспокойства и решимости, не зная, что та предпримет дальше. Воспоминания о предыдущих встречах с неуловимыми подозреваемыми промелькнули в ее голове, и она поняла, что эта женщина может попытаться сбежать еще раз. «Пожалуйста, я могу помочь. Просто отдайте мне ребенка», — умоляла Сара. В ее голосе слышалось отчаяние. Однако беспокойство женщины не проходило, что ставило под сомнение шансы на мирное урегулирование. Напряжение повисло в воздухе, заставляя Сару бороться с неопределенностью ситуации. Скептицизм Сары был очевиден, когда она слушала сбивчивые объяснения женщины. Настойчивость в ее голосе возросла, и она приказала матери немедленно отдать ребенка. Со смешанным чувством неохоты и слез, струившихся по ее лицу, мать неохотно отдала младенца в протянутые руки Сары. Облегчение охватило Сару, когда она укачивала ребенка, окутывая крошечное тельце чувством защищенности. В этот драгоценный момент все тревоги и сомнения улетучились, уступив место всепоглощающей радости от того, что ребенок снова в безопасности и находится под ее опекой. Младенец, хотя и был явно потрясен, казалось, относительно не пострадал от этого испытания. Сара перевела взгляд с ребенка на женщину, которая теперь безудержно рыдала. В этот момент ее гнев рассеялся, сменившись глубоким чувством сопереживания. Сара поняла, что в этой ситуации было нечто большее, чем казалось на первый взгляд, и что сама женщина боролась с чем-то глубоко личным. Предпочтя сострадание гневу, Сара подошла к женщине и мягко, успокаивающе положила руку. Ей Сара перевела взгляд с ребенка на женщину, которая теперь безудержно рыдала. В этот момент ее гнев рассеялся, сменившись глубоким чувством сопереживания. Сара поняла, что в этой ситуации было нечто большее, чем казалось на первый взгляд, и что сама женщина боролась с чем-то глубоко личным. Предпочтя сострадание гневу, Сара подошла к женщине и мягко, успокаивающе положила руку ей на плечо. Мягким голосом она заверила ее: «Все будет хорошо, давай разберемся с этим вместе». Женщина посмотрела на Сару сквозь слезы. Ее глаза были полны глубокой смеси горя и отчаяния. Ее голос дрожал, когда она умоляла: «Что случилось? Почему вы оставили ребенка с моим сыном?» Сара глубоко вздохнула, собираясь с духом, прежде чем ответить. С мягкой искренностью она тихо заговорила с женщиной, признавая боль, которую причиняет ее признание. «Я понимаю. Спасибо, что доверили мне эту правду.